Добрый день, дорогие пекари! Сегодня буквально скорая помощь для ваших запеков, для вашего теста. Сегодня я хочу осветить тему, что же делать с тестом, когда очень жарко. Сейчас жарко практически повсеместно, температура на улице до 40 и даже местами выше, ну а в доме у нас температура поднимается до 28, это в лучшем случае, а то и до 30-35. Что же делать с тестом? Давайте разберем. Я только что замесила это тесто и хочу вам объяснить несколько принципов, как спасти тесто от перебраживания в такую жару. Момент первый. Замешиваем на очень холодной воде. Не просто холодной, а ледяной. Либо мы ставим бутылку в морозильник, подмораживаем воду и потом льем ее в замес. Не бойтесь этого льда, он сделает только лучше вашему тесту. Либо мы заранее берем кубики льда, насыпаем в стакан или какую-то большего объема емкость, наливаем немного воды, ждем, когда лед подтает, и вот эту ледяную воду мы льем в замес. Я сейчас замесила именно на такой ледяной воде. Не бойтесь льда, вреда он вам точно не принесет. Это момент первый. Второй момент. Вообще, если говорить в целом, мы должны охладить полностью всю нашу рецептуру, все, что мы делаем с тестом, избегать перегрева. И охлаждение воды – это один из инструментов. Второй инструмент – мы можем охладить муку. Мы можем поставить пакеты с мукой в холодильник. Тогда мука будет более холодная, и она будет лучше вести себя в замесе. Момент третий. В холодильнике мы можем проводить аутолиз теста. То есть мы смешиваем муку и воду, ставим в холодильник и делаем холодный аутолиз, чтобы у нас хорошо развилась клейковина. И потом тесто будет уже лучше гораздо замешиваться. Третий момент. При брожении. Нужно охладить тесто. Вы можете выбраживать в холодильнике, но иногда это не очень удобно, потому что надо бегать все время, поглядывать туда. Можно сделать по-другому. Вспоминаем, что такое водяная баня. Я думаю, вы все это знаете. Но мы будем делать не водяную баню, мы будем делать криосауну нашему тесту. Мы берем дополнительную миску, ставим тесто в эту миску, и сюда мы наливаем точно так же немножечко воды и насыпаем лед. Лучше прямо обсыпать льдом и поставить туда миску с тестом и накрыть. Можно накрыть еще каким-нибудь плотным одеялом, какой-то тканью, полотенцем, покрывалом, чтобы не дать теплу проникнуть сюда и охладить наше тесто. Следующий момент, я уже не помню какой, по счету лайфхак. Есть два пути выбраживания теста в таких условиях. Вы можете обеспечить более-менее долгое брожение при помощи холодильника, либо вы очень внимательно следите за тестом и все процессы сокращаете в несколько раз. В среднем в 2-3 раза, даже лучше в 3. То есть если у вас время брожения по вашей рецептуре 6 часов, то где-то через 1,5-2 часа вы уже должны внимательно отнестись к тесту, проверить, как оно себя чувствует, и приступить к следующей операции. И сегодня я покажу вам, что с этим делать. Вот сейчас я замесила тесто, неважно по какой рецептуре. Я сюда сейчас налью вот этой ледяной воды и насыплю вот эти кубики льда, налью еще воды, накрою крышкой и оставлю тесто бродить примерно на час. Через час мы с вами на него посмотрим. Сейчас температура у нас в помещении плюс 31, это очень жарко. И будем следить, что будет происходить с тестом. Прошло 45 минут, я решила не дожидаться часа. Полностью растаял лед. И сейчас я хочу выполнить обминку тесту. Смачиваю руки. Да, холодная миска, очень здорово, что я сумела охладить. Брожение не началось. Я сумела охладить тесто, и теперь я могу его оставить бродить при комнатной температуре. То есть не обязательно все время держать в холоде. Вы охладили начальную температуру, дали тесту развить клейковину при холодной температуре или холодных ингредиентах. Еще раз скажу, это холодная вода и холодная мука, если вы ее подержали в холодильнике. Или устроили вот такую криосауну ненадолго.
Вот, в частности, сейчас 45 минут простояло в холодной воде тесто. Дальше вы можете оставить его бродить, оно будет постепенно набирать температуру и будет медленнее бродить, чем если бы я смешала все теплые ингредиенты и сразу поставила его в тепло. Затормозился процесс, оставляю при комнатной температуре. Прошел час брожения. Давайте посмотрим, что происходит с тестом в жару. Брожение началось. Тесто сейчас бродит в первой трети. И вот за счет охлаждения, сейчас уже второй час, завершается брожение этого теста. И оно у нас пока не перебраживает, оно идет нормальным своим чередом, как и должно идти. Оставляю дальше. Прошел еще час. Давайте посмотрим. Тесто бродит хорошо. Постучать снизу звук пока звонковатый. Я оставлю его еще минут на 30-40. И думаю, что этого будет достаточно уже для формовки. Если бы мы не охлаждали в самом начале теста, то наверняка оно уже достигло бы пика брожения и пора было бы формовать. Но сейчас я могу позволить себе его подержать еще минут 30-40. Прошло еще 40 минут. Давайте посмотрим на тесто. Активно очень бродит. Очень хорошо разрыхленное. Сейчас я его заформую. Подсыпаю тесто на поверхность муку. Даю тесту свободно выйти из миски под собственным весом. Оп. Почти без остатка. Такое пористое классное тесто. Так. И сейчас я сделаю предформовку. Округляю. Прокатываю. Натягиваю. Тесто прям пыхтит и дышит. Прекрасное оно. Накрываю миской, даю отлежку минут 10 и приготавливаю форму для расстойки. Заготовка прошла отлежку. И сейчас сделаем формовку. У нас заходит очень сильная гроза. Та самая жара, которая нас мучает уже несколько дней, даже уже больше недели. Возможно, сейчас прекратится, но гроза очень сильная заходит. Грохот стоит страшный. Так, заформовала тесто, пока рассказывала вам о погоде. И расстаивать буду швом вниз. Корзинка уже подготовлена, припыленная мукой. Накрываю пленкой, оставляю. Я думаю, расстойка не больше часа, может быть даже 45 минут. Сейчас засеку минут 40, посмотрю на него. Ну, в любом случае, до увеличения заметного в 1,5-2 раза. Вот такой в итоге получился хлеб с достаточно большим раскрытием, чуть-чуть неровной формовкой. Но это не страшно, тонкая корочка у него, хрустящая. И, в общем-то, по всем признакам видно, что он хорошо выбродил, хорошо поднялся. Круглые вот такие довольно высокие бока. Прекрасно раскрылся. Очень вкусно пахнет. Я думаю, хлеб получился удачный. Сейчас он теплый. Чуть попозже мы его разрежем, посмотрим, но пока оставляю остывать. Хлеб у меня полностью остыл и даже уже наступило утро. Опекла я вчера. И сейчас мы его разрежем и посмотрим. Но сразу вам хочу сказать, что, конечно, вот такое ускоренное выбраживание, оно отражается на вкусе и качестве хлеба не в лучшую сторону. Поэтому я вам показала охлаждение только в самом начале, но я предлагаю вам использовать еще и долгую расстойку в холодильнике ваших хлебных заготовок. И можно часть процесса брожения тоже переводить в холодильник. Например, вы запустили процесс брожения на час-другой, можно без охлаждения даже в начале или с небольшим охлаждением. И после того, как вы увидели разрыхленность где-то в первой трети теста, после этого смело отправляйте в холодильник его бродить дальше. И когда оно выбродит, уже отправляйте его на формовку и на расстойку. Тогда качество хлеба будет лучше. Ну, здесь вот такой у меня был вариант, скажем так, ускоренный. Я еще распишу вам в посте поподробнее, следите за публикациями, какие методы у нас есть. Ну, смотрите, хороший хлеб получился. В
вполне. Мне нравится, кружевной, симпатичный, очень даже неплохой. Я распишу вам еще в посте подробнее те методы, которые можно использовать при работе с тестом в жару. Забирайте себе, копируйте, сохраняйте, пользуйтесь на здоровье. Ну, а хлеб неплохой, симпатичный вполне. Сейчас давайте отрежем кусочек, попробуем. Маленький. Есть небольшая кислинка, не критичная, на мой взгляд. Чуть-чуть многовато соли, это я старалась чуть замедлить брожение. Чуть-чуть многовато, но в целом неплохо. Но опять же повторю, чтобы хлеб был вкуснее, ароматнее и лучше, используйте все-таки долгое брожение. Обязательно замерьте температуру в вашем холодильнике, на всех полочках убедитесь, что температура не больше плюс 7, если вы собираетесь часов на 12 оставлять. Поэтому следите за температурой и следите за временем обязательно. И подгадывайте под свой график. Лучше потренироваться в выходные, понять, как идет процесс, с какой скоростью, а потом уже переносить на будние дни. Надеюсь, вам это видео будет полезно в эти жаркие дни. Ставьте лайки, пишите комментарии, отправляйте друзьям, чтобы им было проще выпекать хлеб в жару. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Будем с вами печь и испечем еще очень много всего интересного.